Всем привет, дорогие друзья! В этом видео я хочу рассказать вам о том, как русские люди лечат простуду. Итак, самый первый способ, которым русские люди лечат простуду, это греют ноги. Этот способ очень полезный и практически всегда помогает избавиться от заложенности носа и от боли в горле. Итак, что же нужно для этого сделать? Рецепт прост. Берете, наливаете тазик горячей воды, либо наливаете горячую воду в ванную и садитесь греть ноги до того момента, пока они у вас не станут ярко-красного цвета. Этот способ можно использовать лишь тогда, когда ваша температура не выше 37 градусов по Цельсию. Второй способ – это дышать над картошкой. Этот классный способ поможет вам избавиться от насморка, от боли в горле и даже от кашля. Для этого нам нужно взять несколько картофелин, сварить их, оставить кастрюлю с картошкой на стол, накрыться покрывалом и дышать парами этой самой картошки. Лично я этот способ использую, когда у меня пропадает голос. А такое случается практически всегда, если я болею. И для того, чтобы начать нормально говорить, нормальным голосом, а не вот таким вот осипшим голосом, это вас никто не слышит, никто не понимает. Я дышу над картошкой и в то же время, как бы так сказать, пою. В общем, я начинаю распеваться. В моем случае это слышится как «Мия». Но где-то к 30-му разу это становится похоже на нормальный голос. Третий способ – это скорее профилактика простуды, которую очень часто используют в русских школах. Всем советуют это делать. Это чеснок в киндер-сюрпризе. Да, друзья, в киндер-сюрпризе может быть не только игрушка, но еще и чеснок. Для того, чтобы сделать эту прекрасную вещь, помогающую избавиться от простуды, берется киндер-сюрприз, естественно, туда вынимается игрушка, прокалываются такие дырки в нем, потом режется чеснок на мелкие-мелкие такие дольки и закидывается в этот киндер-сюрприз, все это закрывается и приделывается веревочка. И с этим киндер-сюрпризом на шее очень многие русские дети ходят в школу. Поэтому я помню, как бывало заходишь в класс с утра пораньше, и там так воняет этим свежим чесноком, просто... Там не то, что насморк, там, мне кажется, ни один микроб вообще не мог выжить в этом вот запахе чесночном. Это было просто ужасно. Четвертый способ – это чай с лимоном, чай с медом, чай с ромашкой, в общем, чай с шиповником, в общем, все что угодно, связанное с чаем. Русские люди очень любят пить чай, и очень мало кого вы встретите в России, кто пьет пакетированный чай, потому что считается, что пакетированный чай – это, знаете, такой, как кофе 3 в одном. Это чай, который, в принципе-то, это тот чай, который, в принципе, не имеет ничего общего с настоящим чаем. Русские люди заваривают обычный листовой чай в заварники, туда кидают немножко каких-нибудь ягод смородины, ягод шиповника, все это настаивается 15 минут, и уже потом разливается по чашкам, пьется, то есть у нас существует целая культура чаепития. А когда кто-то болеет простудой, то ему обязательно берут свежий лимон, разрезают его, посыпают песочком и заставляют есть целый день. И неважно, с чаем ты будешь его есть, либо просто так, но лимон считается очень классным средством по борьбе с простудой. Пятый способ – это, конечно же, алкогольный способ. Но я им, честно говоря, не лечусь, но знаю одно, что при очень сильном переохлаждении считается даже полезным выпить, к примеру, стопку водки. То есть, чтобы сразу организм согрелся, и для того, чтобы избежать всяких осложнений при простуде, то есть пневмонии, гайморите, то есть вот таких вот. Но на себе это не пробовала, но я уверена на 100%, что если вдруг я там, не знаю, когда-нибудь упаду в прорубь с ледяной водой,
то, выйдя из нее, я обязательно выпью стопку водки. Еще очень многие русские врачи советуют при боли в горле полоскать его содой и солью. То есть вы делаете раствор, 1 столовая ложка соли и 1 столовая ложка соды на литр воды. Все это хорошо перемешиваете и полощите целый день. Желательно, чтобы вода была немножко теплая, не холодная ни в коем случае, но и не сильно горячая. Это средство очень классно помогает смягчить горло и избавить вас от боли в нем. Ну и, конечно же, самое вкусное средство от простуды – это куриный бульон. Считается, что для полного выздоровления нужно целый день пить куриный бульон. Да и, честно говоря, когда у вас простуда, болит горло, вам действительно не хочется есть, согласитесь. А куриный бульон, он просто очень классно спасает ситуацию. Итак, друзья, это были все способы, которыми русские люди лечат простуду. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте видео к себе. Если вы болеете сейчас, то обязательно выздоравливайте как можно скорее и учите русский язык вместе с Easy Russian.